Я всех приветствую, друзья, на канале. И это видео я решил посвятить своему личному компьютеру на 2025, а точнее это сборка сетапа рабочего места из монитора плюс ПК. И да, я знаю, у меня уже было осенью видео о сборке на 2024, но она была не совсем идеально собрана. Странный процессор прошлой серии 12700 в современной материнке на Z790 чипсете, плюс видеокарта 4070 вместо, скажем, 4070 Ti или 4070 Super, при копеечной разнице при этом в цене. Короче, это будет работа над ошибками, и такая сборка, мне кажется, будет более удачная, чем та, что была осенью. Тот ПК я продал, конечно же, раскидал бюджет, и вот теперь давайте с вами оценим, что же можно собрать в middle классе с бюджетом выше среднего. И так начнем, пожалуй, с процессора, и я решил в этот раз взять, разумеется, что-то из последней 14 серии Intel, и плюс видеокарта 4070 Ti. Именно для этой видеокарты идеально, как мне кажется, будет поставить i5-14600KF. Данный проц будет пошустрее, чем, скажем, прошлый 12700K, не сильно прям быстрее, но на 15-20 кадров это уже неплохо, и местами 14600K больше рисует FPS, при этом его температура и теплопакет у 14600K малость ниже, чем у 12700K, хотя там тоже была невысокая температура, но все же это самое последнее поколение, новейшая архитектура, да и цена вполне нормальная. У меня вообще довольно интересный экземпляр процессора, я взял его под заказ через знакомых в сторе Fernando по скидке. Это китайский вариант 14600KF, и цена у него ниже в Китае, чем покупать в Европе и так далее. Стоимость за камень 33 тысячи рублей, за боксовую версию дешевле просто не найти. Например, в DNS такой боксовый прос стоит почти 38 тысяч, и это явно не 33, а разница при этом вообще никакой. Мне, честно, плевать, откуда процессор, нет разницы из Китая, из Африки, процессоры, они везде одинаковые, а цены при этом разные. Кстати, парни из Фернандо могут привезти вам вообще все, что вам захочется из техники, в том числе и комплектующие для ПК, будь то процессоры, охлаждение, видеокарту, материнскую плату и так далее. В общем, рекомендую, проверенные парни. Но окей, едем далее, и теперь понятное дело, что процессор куда-то поставить нужно, чтоб правильно материнская плата. И тут я решил купить хоть и не самую крутую, но материнку на Z790 чипсете, и такую, чтобы не за 200 тысяч. Короче, мать я взял в рассрочку за 24 тысячи рублей. Да, я не купаюсь в золоте и часто беру что-то в рассрочку, выплачивая частями. И вот в этот раз я решил наконец-то взять что-то не из Asus, потому что Asus стоит, ломанули цены довольно высокие сейчас. И взял я MSI Gaming Wi-Fi, что-то там Pro Max Edition. В общем, просто бюджетная мать на Z790 чипсете. Почему бюджетная? Потому что есть на этом же чипсете и по 40 тысяч, и по 60 тысяч материнки, так что мне все равно под мои скромные задачи хватит и такой платы. Далее поставил я, проц в материнку, прижал специальной рамкой за 1000 рублей, той самой прижимной, чтобы ровно было все, то есть чтобы процессор ровно стоял, и теперь надо ставить охлаждение на процессор. И тут, честно, не очень хотелось прям покупать, скажем, водянку трехсекционную за 10-12 тысяч, это не входило в мои планы. В общем и целом я пересмотрел кучу всяких там обзоров на 14600K и понял, что в целом нормальная крупная башня на 5-6 тепловых трубок справится в стоке 14600K без проблем, и даже при этом не придется делать даунвольт, как я делал, скажем, 12700K. В общем, судя по ассортименту, выбор очень большой, но мне хотелось чего-то прямо необычного, не банального, что покупает все пачками, и мне опять же, судя по обзорам, понравилась башня от молодой компании APNX. И я сразу признаюсь, именно внешний вид и подкупил меня в данном случае, то есть взять именно эту модель, да, и цена, конечно же, довольно доступная, 4500, это не 10 и не 12 за водянку. Плюс, что интересно в этой башне AP1, у нее на секундочку полностью металлический корпус, что является в то же время кожухом одновременно и контактирует с радиатором, делая по сути весь корпус теплоотводящим. Я впервые, если честно, вижу такую конструкцию, и вот поэтому решил, так сказать, протестить один из первых в YouTube. Сама же компания APNX, насколько я понял, это тайваньский суббренд от компании ProGamersWare, а эти ребята имеют корни, то есть как-то там связаны с Noble Chair в Германии, также Aerocool как-то тут замешан. В общем, я запутался, будем для себя считать APNX новым именем в индустрии и, надеюсь, довольно удачным. Окей, башню мы поставили на этот процессор, и теперь быстренько по мелочам пробежимся, посмотрим по остальным комплектующим. Память и SSD накопители у нас по стандарту XPG, оперативная
у меня будет 32 в двухканале стандарта DDR5 на частоте 6000 с подсветочкой. Все как бы вполне ожидаемо в духе времени. Плюс SSD-шник у меня на 2 терабайта Legend 960 Max. Почему Max? Потому что идет в комплекте с медной пластиной, что крепится в подложку на материнской плате. Хотя в моей материнке уже есть железка для SSD специальная, но я все же использую ту, что идет в комплекте. Они более плотно прижимаются, плюс к накопителю еще снизу идет металлическая такая вот плашка. Тоже она как-то там влияет на охлаждение. Вот и все. Это то, что насчет памяти и SSD-шника. Что насчет видеокарты и блока питания, то тут я взял видяху на 30% более быструю, чем обычная 4070, и поставлю в этот раз пока что на время 4070 Ti. Почему на время? Потому что карта как бы не моя, ее придется вернуть через некоторое время, пожалуй, потом уже я скорее всего поставлю себе либо 4070 Super, либо 4080 Super, но это не точно, будем смотреть на цену. Я не знаю, сколько будет стоить 4080 Super, если цена будет космос, то скорее всего поставлю, либо оставлю 4070 Ti от Polit, просто куплю ее тоже в рассрочку. Сперва надо оценить, нужна ли вообще мне такая мощность и потянет ли все, что я запланировал, а запланировал я запускать все на ультрашироком формате в 3440 на 1440, и тут надо смотреть уже на ситуацию. Что насчет блока питания, то мне под мою сборочку более чем хватит питальника на 700 Вт, но так, чтобы при этом он не стоил там 15-20 тысяч. Супер платиновый мне точно не нужен, а за десяточку золотой сертификат меня вполне устроит. Самое важное, чтобы с ним шел в комплекте специально отдельный коннектор под видяху, тот самый PCI Express 5.0, 12 пин или как там правильно называется. Ну короче, чтобы не заниматься этими уродливыми переходничками от NVIDIA, а напрямую одним кабелем сразу подрубить видеокарту уровня, скажем, 4070 Ti и выше. Есть такие блоки питания в жизни, и они как бы не совсем дешевые, все по 15-20 тысяч, но мы не ищем легких путей, друзья, тут нет детей депутатов, и поэтому я присмотрел новинку от Aerocool, название блока, если я не ошибаюсь, Integrator на 750 Вт золотой, и внимание, с этим самым кабелем под видеокарту PCI Express 5.0 12 пин. Это самый пока что доступный, насколько я понял, по цене из питальников именно с таким кабелем, и на 750 Вт мне мощности более чем хватит. Кто-то скажет, это же Aerocool, ну да, это Aerocool, я понимаю, на что намекают зрители, но мне кажется, эпоха ксасов уже в далеком прошлом, так что я человек не суеверный, если что, я буду держать вас в курсе уже как месяц, пока у меня собран и работает стабильно с этим блоком питания, без проблем. Кстати, раз уж речь зашла о сборке, то, конечно же, все это железо нужно было поместить в корпус, и тут я тоже решил не идти простым путем, опять брать какой-нибудь там корпус, который есть уже у тысячи людей, все одно и то же, черный и белый стеклянный. Мне хотелось прям вообще что-то вот необычное, и опять я вспомнил про башенный кулер от фирмы APNX, и оказывается, эти парни выпустили не только радиаторы для процессоров, но и серию корпусов, и что интересно, у них строение корпусов имеет безвинтовую конструкцию. Не знаю, как правильно выразиться, в общем, у них корпуса тоже полностью металлические, как и башенные кулеры, и корпус C1 вообще не имеет крепежей, то есть болтов и там пластиковых элементов. Он полностью собран и сделан из металла. Плюс при этом у нас будет стоять, напомню еще раз, полностью металлическая башня. Короче, я решил сделать идеальное комбо, чтобы минимизировать пластмасс. Цена за корпус, к слову, не 20 тысяч, а 12 тысяч с копейками. И как по мне, то есть за столь крупную Full Tower из металла с комплектными вертушками, внимание, 3 вертушки по 140 мм, плюс 1 на 120, и все это за 12 500. Это очень даже демократично. У меня был, знаете, выбор, в общем-то, взять корпус в белом или в черном цвете, или в цвете хамелеон, или майский жук, не знаю точно, как правильно называется. И ясное дело, что мы не ищем стандартных решений, поэтому, конечно же, я взял цветом майского жука. Это вообще интересный цвет, он имеет свойство переливаться, менять свои оттенки под различными источниками цвета. То, знаете, он светло-зеленый, то синий, то фиолетовый. Короче, интересный оттенок. Я думаю, вы встречали такие же в некоторых машинах, и вживую это куда более сочно смотрится, нежели на видео. Как я уже сказал, сам корпус полностью металлический, все его детали крепятся без винтов, можно ставить видеокарту как вертикально, так и на бочок при помощи специального переходника, и при этом сам корпус довольно большой, с большими вертушками, и степень продуваемости будет, я думаю, просто шикарная. Плюс цельнометаллическая конструкция забирает теплый воздух явно лучше, чем пластиковый наполовину корпус. Одним словом, во всей этой сборке мне нравится именно корпус, потому что процессор, видеокарты, все это железо я уже плюс-минус щупал в жизни, все
все это мне знакомо. А вот корпус прям, ну, хоть и не решает особо ничего, но для меня корпуса лично это прям что-то в топе важных деталей в любой сборке. Так или иначе, уже компьютер полностью собран, я думаю, тут нет смысла что-то вообще комментировать. Получилось нормально, ну почти идеально. Я малости не так хотел, конечно, именно по цвету видеокарту. Та карта, что я хотел, она не приехала ко мне вовремя, тоже цвета хамелеон под цвет корпуса. Плюс я еще тут, наверное, с оперативой не ту, в принципе, заказал, привезли почему-то в белом цвете. В общем, надо будет потом, значит, порешать с оперативой по цвету, хотя бы черную поставить, и карту тоже, я думаю, как раз взять именно под цвет корпуса, чтобы было все идеально. Но так, в принципе, имеем, что имеем, на первое время сойдет, я думаю, и, наверное, сейчас давайте с вами пробежимся, закинем парочку проектов, оценим производительность. Хотя, стоп, я забыл еще, раз уж мы сделали сетап, то и монитор тоже я обновил, и про него стоило бы, конечно, замолвить словечко. Дело в том, что я открыл для себя самый удобный формат 21:9 еще пару лет назад. И с тех времен мне уже, ну честно, не очень привычно сидеть за обычным монитором 16:9. Во-первых, да, на широком формате удобнее монтировать видео, потому что монитор вытянут вдоль, и поэтому монтажная линия очень длинная, и работать в редакторе очень при этом удобно. Во-вторых, ультраширокий формат необычно смотрится при запуске игр, и тот самый эффект восприятия значительно выше, чем на стандартном 16:9. Короче, с точки зрения удобства работы и развлечения, мне больше нравится именно 21:9 ультраширокие мониторы. И в качестве своей домашней модели на 2024 у меня будет моник на 34 дюйма MSI MPG Optix 341 QR. Вроде бы правильно я произнес. В общем, из ключевых особенностей я бы отметил IPS-матрицу на 144 Гц с поддержкой NVIDIA G-Sync. Плюс мне еще нравится, что сам экран не согнутый, а полностью прямой, без искажений. Потому что кривизна, если честно, она, конечно, прикольно смотрится при запуске игр, то есть у нас такой эффект присутствия, но вот в работе это не очень прикольно, именно искажение в картинке. Из недостатков я бы, наверное, отметил, ну, довольно наляпистый дизайн, скажем так, полностью пластиковый корпус, и ножка при этом тоже пластиковая, ну и сам корпус тоже смотрится довольно толстенький, почти 2 пальца его толщина, в то время как есть модели, я знаю, куда более тонкие, но зато у нас есть подсветочка RGB, конечно же, на тыльной части корпуса, ее можно синхронизировать, плюс монитор очень устойчивый на своей большой и тяжелой ножке. Есть также у монитора поддержка HDR400, широкий цветовой охват, куча портов на тыльной части, USB Type-C и просто USB, есть держатель для провода мыши, и в комплекте полно всяких кабелей, DisplayPort, HDMI и так далее. В общем и целом возможности у монитора очень и очень широкие, комплект щедрый, и картинка, разумеется, за такие денежки тоже отличная. Это как бы, ну, вполне ожидаемо, за 77 тысяч рублей это, ну, по сути, должна быть просто идеальная картинка без сбитых пикселей и так далее. Хотя, если честно, я не встречал как бы дешевых мониторов с G-Sync, с IPS матрицей и скоростью 1 миллисекунда 144 Гц. Тут, скажем так, топовые показатели для своей цены, поэтому мне сложно к чему-либо вообще придраться. Отличный монитор, но и цена, конечно же, тоже не для всех. Это все, что я хотел поведать вам о моем сетапе, рабочем месте на 2024. А теперь, друзья, наверное, пробежимся быстренько, запустим парочку игр, просто проверить температуру, да и вообще оценить связку i5 14600KF плюс RTX 4070 Ti. Итак, в общем-то, сперва я закинул Forza Motorsport, последняя часть, на самых запредельных настройках в разрешении 3440 на 1440. Это родное разрешение монитора 21:9. И с лучами все работает, с трассировкой и DLSS в режиме качества. И, в общем-то, в таком случае у нас в среднем стабильный 70 кадров с копейками. Причем, знаете, если такой фреймрейт, это, в принципе, ожидаемо от Forza, не оптимизированная, тут очень специфичная оптимизация, и даже 70 FPS с лучами это успех. Ведь как раз именно жалобы были у большинства пользователей именно к оптимизации, абсолютно у всех. А вот температура приятно меня удивила. Она в среднем скачет так от 50 до 60 градусов по всем ядрам. Причем, еще раз уточню, это стоковые настройки без даунвольта. Как поставил я процессор, так он и стоит. Даже не понижал вольтаж и так далее. Так что башня APNX вполне вытащит проц с теплопакетом, скажем, 180-190 Вт. Хотя, честно, мне казалось, вот именно после комментариев, там, например, в DNS, те, кто покупали 14600K, что там прям, ну, мне придется ставить, не знаю, трехсекционную водянку, люди ставили, и что-то у них там не получалось, слишком высокая температура. Не знаю, в чем там у них проблема у этих людей, у
меня на башне за 4500 рублей, плюс прижимная планка на проц за 800 рублей, в стоке 50-60 градусов, не больше, и нет никаких там 80, 90 и так далее. Короче, тут все понятно, я думаю, и в конце, чтобы полностью закрепить наш результат и видеокарту тоже посмотреть на ее максимальную мощность, давайте еще раз закинем, например, Metro Exodus, максимальная версия. Тут тоже я выставил самые запредельные настройки, что можно, и DLSS качество. Так вот, с такими настройками у нас 110-120 кадров без проблем. То же самое там касается и киберпанков, и всех остальных. Нету больше никаких сложностей получить 70, 80, 90, 100 кадров. Как бы не знаю, что тут вообще комментировать. Мне кажется, этот ПК вытянет не только на 2024, но я думаю, его хватит на 2034. И через 10 лет будет все еще тащить, это точно, я в этом абсолютно уверен. Так что вот такой ПК у меня вышел, друзья. Цена его в сумме, ну, примерно 170-180 тысяч. Плюс сюда добавляем монитор за 77 тысяч. Итого примерно 250 тысяч рублей стоит такой комплект из монитора плюс системный блок. Напишите мне в комментариях, как вам такой ПК. Напишите также ваши варианты сборок. Ну, а я буду на этом уже заканчивать. Всем еще раз спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, если вам понравилось. И увидимся с вами уже очень скоро. Не болейте. Всем удачи и пока-пока.